Здравствуйте, дорогие друзья. Вот у нас станочек, двигатель СССРовский, переделанный под наждак. Это я уже говорил в прошлом видео. Если хотите посмотреть, переходите по ссылке. Вот сейчас мы будем снимать вот эту подошву, убирать камень и поставим на него шарошечки. Болтов, шпилек, точнее, вот комплект болтов. Там шпильки есть еще. Вот, значит, вот так вот будем вкручивать. И поехали вкручивать. И мы ее подтягиваем пассатижами. Вот так. Ну, биение практически минимальное. Вот смотрим, ее прокрутили. Сейчас запустим станок. Посмотрим. Запускаем. Вот, пожалуйста. Все идет. Вот берем наждачку. Вот она у нас тут зернистость. 240. Вот само то. Так вот. Раз. Оторвали. Начинаем мотать. Берем на уголок и начинаем наматывать поплотнее. Сейчас вот здесь вот немножко будет. Так. Вот сюда вот. Изоленты. Чтобы нам на угол. Не прямо, а на угол. Чтобы вот этот уголок и вот здесь вот только закрепим. И тогда будет держаться. Так, мотаем изоленты поплотнее. И все. И все будет держаться. Сейчас наматываем тоже на шпилечку. Захватываем ее вот так, захватили шпильку. И на наждачку. На шпильку, на наждачку. И чуть-чуть вот сюда. Так. Вот, видите, вот получилось. Ну, держится. Вот она наша рабочая часть. То есть она будет, вот будем подставлять заготовку. Двигатель вращается на меня. То есть край не будет задевать, он будет вот так проскальзывать. То есть вот, допустим, вот, он будет проскальзывать. А если сделать наоборот, намотать, то он как раз задир будет этим краем, она отлетит, может, в глаза. Вот. Ну, включаем. Сейчас посмотрим. Вот, пожалуйста. Ну, можно сейчас что-нибудь шлифануть. Вот получилось как бы шарошечка с наждачкой. Вот, пожалуйста, ножик. Вот у нас он весь в рисках. Вот будем убирать вот эти риски. Вот, посмотрите. Вот они, видите? Сейчас попробуем подшлифовать. Вот, сейчас немножко замотаем вот здесь вот краешек, чтобы не задеть. Вот так вот. Вот. Вот рисочки. Вот смотрите. Вот что было. И сейчас посмотрите то, что будет. Включаем станок. И поехали. Держим вот за кончик, чтобы нам кончик тоже зацепить. И... Вот, видите, шлифует. Вот, смотрите, видите. Вот. Все, вот рисочки. Сейчас будем кончик. Вот. Риски крупные. Тяжело убирать. Ну, вот такую процедуру, ну, минут 5, наверное, надо будет делать. Вот, значит, это вот 240-й наждачкой. Вот эту сторону мы не трогали, вон тут как. Сторона вот. Ну, 240-й долго будет шлифовать, а мы сейчас поставим 60-ю, чтобы побыстрее было. Потому что наждачка еще, вот еще часть еще можно поработать. Менять ее не надо. У меня там еще есть болтик. Открутили. Ставим ее пока, отложим. Берем другой болтик. Вот. Сейчас намотаем другую наждачку. Ну все, включаем наш станок
и посмотрим. Ну все. Вот смотрите, что мы шлифовали 240-й. Вот они тут шлифанули вроде бы нормально, а тут риски еще остались. Можно и 240-й, только долго. Мы сейчас 60-й пройдем. Начинаем. Как бы одним заходом стараемся. На месте не стоим, потому что можно яму сделать. Вот смотрим, вот они риски. Вот, видите, рисочки убираются. Шлифовать лучше на одну сторону. То есть можно на себя, можно от себя, но лучше, наверное, на себя. А в обратную сторону идти просто как холостым ходом. То есть вот, и поехали. Раз проход, два проход. На месте не держим, потому что будет яма. Вот, риски убираются. Вот, видите? Мы сейчас, чтобы вам виднее было, черканем фломастером, где риски. Вот, 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 вот. И будем убирать, чтобы видно было, где цепляет шарошечка. Сейчас попробуем медленно всем проходом пройти. Раз. Вот, друзья, что у нас получилось. Вот. И смотрим с обратной стороны. Вот они. Вот мы зашлифовали. В сторону зашлифовали. Вот смотрите. Ну, как бы тут рисочки есть, но это от крупной наждачки. Но таких, как на другой стороне, вот посмотрите, вот такого вот ничего нету. Вот, вот. Потом мы возьмем мелкую наждачку и также шарошкой предыдущей 240-й пройдем. Вот это ж 60-ю наждачку убрали, поставили 240-ю и продолжим. Вот смотрите. Вот. Видите, бороздочки образовались, потому что быстро веду. Надо помедленнее. Вот они. Сейчас мы... Их надо убирать, эти волны. Вот. Волн меньше. Еще проходик. Все. Теперь кончик. На другую сторону переворачиваем и поехали. Ну, вот сейчас вот это вот торец пройдем. Вот, все. Ну вот, можно одевать наждачечку помельче. Вот, накрутил 400-й наждачки. Теперь после 240-й сначала 60-я была, потом 240-я, сейчас 400-я. И вот будем шлифовать. Включаем и поехали. Вот что получается у нас. Вот. Еще разок.
будем на вторую сторону переходить. Все. Все, меняем наждачку. Если побольше намотать, то можно наждачку не менять, отрывая изоленту. Можно сделать вот так. Так вот, раз, оборвать кусочек. Вот так. И все. И она вот тут чистенькая. Наискосок. Желательно сделать вот так вот. Ну вот. И она будет вот новенькая. Побольше намотала, можно раз оборвал, два оборвал. И изоленту не откручивать. То есть рулончик. Поехали дальше. Эту же сторону. Вот. Переходим на вторую. Вот. Пожалуйста. Сейчас еще оборвем. Вот что у нас получилось после 400-й наждачки. То есть сначала мы 60-й, потом 240-й и 400-й. Вот. Вот она полировка. Это вот с помощью болта, изоленты и наждачки, без вспомогательных всяких дорогостоящих средств, можно вот полировать. Спасибо всем за внимание. До свидания.